Всем привет, мои дорогие подписчики моего канала Лорочка Шьет. Хочу сегодня вам рассказать на своем уроке, показать, как я соединяю подкладку с основы кашемирового пальто, которую мы заменяем на новую шелковую подкладку. Вот такая подкладочка у нас. Я все подготовила, подутюжила, простернула, простернула все это пальто хорошо, выжала даже машинке. Потом я все, когда оно подсохло, я его зафиксировала всю клеевую, для того, чтобы, потому что она немножко деформировалась. Я ее всю приутюжила, все зафиксировала, чтобы оно все было здесь красивенько. Пришила подкладочку заменила на карманчиках. Все выутюжила швы, все подготовила к пальто, выутюжила шлицу, все швы отстояла, отутюжила, проклеила низ на пальто основном. И все это соединила подкладочку. Вот так вот я соединила, все это обработала. Вот так вот у нас идет все, вот эту вот часть. Я подкладочку обметала. Этот раз я обметала, потому что эта подкладочка, она у нас вот обметанные швы. Все это обметано. Так как эта подкладочка насыпущая, я решила, что обычно не оверлаживают, просто прострачивают, и подкладочка. Все. И вот так вот я на манекене это все буду закалывать, так как лучше всего на манекене и виднее, как вначале мы соединяем средний шов. Вот, если вам видно. Соединяем средний шов под борта вот это вот основного пальто и подкладочки. Все это закалываем вот так вот и идем в любую сторону, какую вы хотите, и смотрим, чтобы оно выкладывалось все ложилось ровненько. Пройму также само просматриваем пройму. У нас пройма ложится неплохо. Вот. И для того, чтобы у нас на уровне груди было, когда мы пальто одеваем, чтобы не затягивало нигде, мы все это предварительно, я все скалываю вот так вот, то что уравниваю все срезы под борта, чтобы оно не перекашивалось. Это очень важно. Закалываю здесь, чтобы не было перекоса. Вот. И вот у нас мы закладываем складочку, эту слабину, для того, чтобы у нас выкладывалась грудь, не затягивала, потому что это подкладка, а там верхняя, и не затягивала. Вот так вот я таким вот способом закалываю. Вот. Заколола. Здесь у нас ничего не перекашивает. Аналогично вот здесь вот так же само. Тоже на уровне груди мы можем даже потом проверить сантиметром. Но так как у меня уже глаз наметан, вот я ее закалываю, эту складочку. Так как я вам объясняла, это для свободы, чтобы подкладка, она жестче, чем мы ее не можем полностью всю в пальто, именно в данном варианте. Все вот это вот так вот закалываем. Вот эту вот складочку. Вот оно вот так вот ложится. Мы можем заколоть. В принципе, когда мы будем выворачивать, нам там уже будет видно. И вот как оно ложится вот так вот, мы фиксируем, чтобы подкладочка не перекашивала, и проверяем швы.
Проверяем швы, где у нас здесь швы на основе по боку. Проверяем, чтобы совмещались боковые швы. Вот. Чтобы у нас было правильно. Вот так вот, что все боковые швы были у нас уравнены. Вот. Даже зафиксируем, чтобы было... Вот, видите, проверяем. Ага, у нас все хорошо. Вот здесь вот по этому. Вот так вот оно будет. У нас подкладочка не будет больше верхнего изделия, потому что даже можно будет, в принципе, всегда немножко подкладочка должна быть чуть-чуть меньше, чем основа пальто. Вот это самые основные правила. И до самого низа закрепляем вот здесь вот до самого низа. Так же самое здесь. Уравниваем швы, шов на подкладке и шов с основой, потому что мы все уравнивали. Вот. И вот так вот все закрепляем, чтобы нам было удобно это все проделывать. Вот так же само у нас все сходится. Вот вверх и подкладочка у нас... Ничего у нас не перетягивает, не должно перетягивать. Вот подкладочка ложится, так мы закрепляем до самого низа. Все вот это вот, видите, вот так вот у нас проймочка. Вот это вот слабинка для движения рук у нас. Вот она, мы ее потом просто заутюживаем, и она красивенько у нас ложится. Проверяем пройму. Вот, если у нас где-то даже оно немножко, вот видите, немножко меньше, подкладки это очень допустимо, потому что выворачивается подкладка, и оно не должно быть больше верхней одежды, оно должно выкладываться, когда переворачивается вот это вот припуск на толщине, он будет совсем по-другому ложиться. И наша пройма будет полностью вся. Вот. Все, вот эту вот проймочку проверяем. Все у нас нормально. Тогда мы можем прикладывать рукавчик, подкладку рукавчика и соединять. Ну, в первую очередь нам нужно все это вот проверить. Все, чтобы у нас сложилось. Вот так вот выкладывалась подкладочка. Здесь сантиметровыми швами будем Здесь немножко у меня выше надо. Чуть-чуть. Вот так вот. Будет правильно вот. Все. Ну, потом мы, когда будем соединять, мы сантиметров померяем от плеча до груди, чтобы оно одинаково было симметрично левой и правой полочки. Все, проверяем пройму, проверяем вот здесь вот все. Мы снимаем с манекена и все это накалываем на изнанку, чтобы на изнанку. И еще один нюанс. Я вам сейчас показываю пока пальто на манекене. Шлица, когда мы будем шлицу делать, потому что это на отдельном уроке, мы будем пристрачивать шлицу, обработку в шлице, то подкладочка должна быть чуть-чуть больше, длиннее, чем чем пальто. Обязательно. Так, все, вот это вот мы все это проверили. Соотношение проймы, соотношение подборта с этим, проверили, сходятся ли у нас боковые швы с основой пальто и с подкладкой. Обязательно, потому что это очень важно. Так как вы помните, я краила без швов рельефных. Мне не захотелось подкладку резать, и тем более она шелковая, лишних швов не стоит. Можно так, потому что уже как бы
подкладка старая была выложена, и все можно было отрегулировать. С новой подкладки сложнее было выкладывать это все, а так как мы со старой подкладки это все соединили, можно рельеф не делать на подкладке. Все, дорогие мои, снимаем с манекена. Все проверили. Я еще раз повторяюсь, чтобы все проверили. Средний шов под борта, это уже как бы под борт, середина спинки. Соединяем серединой спинки подкладки и начинаем от этого работать. Все, дорогие мои, я снимаю эту подкладочку, манекен с манекена пальто и выворачиваем на изнанку. И вот эти вот все булавочки переносим на так, чтобы можно было строчить. Вот, все вот это вот так вот, видите, все выкладываем, снимаем, придерживаем, где у нас там мы закрепили, проверяем еще раз, где у нас надсечка, середина под борта, она у нас по-старому осталась. Все закрепляем, я также так закрепляю, я без наметок пристрачиваю это все. И распределяю так, чтобы у нас вот этот вот шов не перекашивался. Мы уравниваем срезы и так же само закрепляем, чтобы у нас не было никаких перекосов, потому что когда мы эту всю подкладочку будем строчить, чтобы не перетягивало, потому что будет тянуть со всех сторон. Обязательно все проверяем. Так, соединяем вот здесь вот эти все срезы. Вот так вот, видите, выкладывается. У нас все здесь выкладывается. Вот эти вот срезы у нас укладываются, сравниваются. Значит, мы все должны, все эти срезы уравниваем и закалываем. Дальше, где у нас вот эта вот часть, где у нас складочка, вот, мы смотрим, придерживаем рукой и на эту сторону все закрепляем. Вот так вот закрепляем, укладываем и вот так вот закалываем для того, чтобы строчить. Так же само вот здесь вот тоже не натягивая, вот так вот, чтобы оно красиво ложилось. Все, вот подкладочка, ничего не припосаживаем. Подкладочка у нас должна быть, ложиться свободно и ровно. Просто мы фиксируем булавочки, чтобы можно было строчить на машинке. Вот, все вот это вот так же само до самого низа. Все это закалываем и прострачиваем до самого-самого низа. Потом я вам расскажу, когда мы будем соединять подкладку с низом, я вам дальнейшую обработку покажу. Все это закалывается. Вот, закололи одну сторону, переходим на другую. Переходим на другую сторону, неважно с какой стороны. Все это фиксируем. Вот по краю борта и срез подкладки мы все уравниваем, ничего не натягиваем, так как оно ложится красиво, спокойно. Все это вот так вот, чтобы вам было видно, вот так вот уравниваем, и вот оно ложится, как оно вот так вот ложится, значит, мы так должны сделать. Сначала для того, чтобы оно ложилось хорошо, надо вот эту вот опять же, вот эту вот складочку на следующем, вот выкладываем ее и закрепляем. Вот, закрепили. И затем мы уже выкладываем эту сторону, этот срез, вот этот срез с края борта с подкладкой.
И все, чтобы не натягивалось, еще раз повторяюсь, все оно ложится красиво, свободно, не без натяжек, без заломов. Далее мы также само вот это вот все идем. Дальше у нас идет здесь закрепочка, мы придерживаем и также само вот так вот все закалываем. Все, чтобы оно ничего. Срезы уравниваем. И также само к низу. Идем к низу. Придерживаем. Там, где у нас булавочка. И все опять же вот так вот. Все проверяем, чтобы оно, все срезы были у нас уравнены и ложилось красиво. Без всяких, как оно там свободно, сколько вот нас останется, нас не волнует, потому что нас должно быть волновать, чтобы оно все красиво, так как мы наметили, никаких перекосов не было. Это самое главное правило, которое далее мы хотим проверить, даже можно вот сложить вот так вот и проверить свои от середины среза, складываем вот так вот и проверяем нашу складочку. Вот так вот. Длина складочки у нас вот оно и практически сходится. Чуть-чуть. Я чуть-чуть не угадала, надо будет вот передвинуть, вот эту вот часть передвинуть. Вот она. Я передвинула, совместила все, выровняла, чтобы у нас одинаково, симметрично было все у нас с подбортом, соответствовало, везде симметрия, так как вы понимаете, что везде симметрия. Все проверяем. Проверяем, сколько у нас остается на одной подкладке и на другой. Так как у нас остается, у нас должно быть одинаковое расстояние, то которое будет у нас, значит, мы немножко что-то неправильно сделали. Я чуть-чуть освобожу вот здесь вот, чтобы у нас было все правильно. Вот. Все. Вот это вот мы все проверили. Все симметричность. Как у нас выкладывается по горловинке, под борту. И будем строчить со стороны подборта. Обязательно будем строчить со стороны подборта. Не с подкладки, а со стороны подборта. Для того, чтобы подкладочка не натягивалась. И она чуть-чуть там, где нужно будет, она припосадится. Обязательно со стороны подборта строчим. Все, дорогие мои. Это мы идем к машинке. Спасибо вам за просмотр. И встретимся на другом уроке, другой части урока, где мы будем втачивать рукав подкладки и будем обрабатывать шлицу. Все, дорогие мои подписчики моего канала, Лорочка шьет. Я вам покажу, как на манекене оно будет сейчас выглядеть. Вот так вот. Вот оно. Так вот, в таком состоянии оно сейчас будет выглядеть. Как я заколола. Вот так вот. Все, мои хорошие. Вот видите, как я все это позакалывала. Вот, чтобы вам было видно. Все это на манекене, все заколото. Это оно, конечно, в таком состоянии для того, чтобы всю подкладочку соединить на машинке. Где есть такая слабина, то мы ее поправляем на манекене, чтобы не было
никаких зацепок. Вот. Все, чтобы было уравнено. Все еще раз проверили, посмотрели, все ли соответствует симметрия выточек на одной полочке на другой, чтобы длина выточки была симметричная, одинаковая. Все, дорогие мои, жду вас на следующем уроке. Я это все прошью, соединю подкладку с подбортом и будем на следующем уроке просматривать, как обработать шлицу, соединить подкладку со шлицей, чтобы было все у нас правильно, потому что шлица, она, конечно, у нас это трудоемкая работа, и нужно показывать на отдельном уроке. Все, мои хорошие, благодарю вас за просмотр моего канала Лорочка шьет. В таком состоянии вы запомнили, как оно все закрепляется. И все, жду вас на следующем уроке. Лорочка шьет. Благодарю за просмотр. Всем пока-пока.